Я Татьяна Беннет, и сегодня делюсь своей методикой написания 4-го абзаца в эссе на основе графиков. Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет, и, кажется, пришло время поговорить о тех формулах, формулировках и методиках написания эссе, конечно, не обо всем сразу, а хотя бы коснуться некоторых моментов. О своей методике написания 4-го абзаца. Этот абзац, как вы помните, посвящен тому, что необходимо описать проблему и предложить решение этой проблемы, которая связана с темой эссе. Об этой методике я рассказывала на своем вводном вебинаре. Сегодня я хочу еще раз для зрителей видеоканала эту информацию повторить. Задание из демо-варианта 40.1 перед вами, и мы будем основываться на этом задании, и все примеры, они будут написаны как раз для этого конкретного задания. Но для того, чтобы было понятнее, моя это чья, я все-таки здесь помечу, что меня зовут Татьяна Ивановна Беннет. Я рассказываю о своей новой методике, абсолютно новой, абсолютно уникальной, по написанию одного маленького абзаца из сочинения «Рассуждения 2022 года». Методика несложная, более глубоко мы будем ее изучать на моем видеокурсе новом, о нем я скажу попозже. Она представляет собой просто обычные формулы, которые помогут, собственно говоря, разобраться, что здесь писать, что не писать, что лучше будет и что хуже. Формула 1. Сама формула – это как бы структура абзаца. Это то, что мы пишем в этом абзаце. Формула номер 1 – это тот элементарный примитивный вариант, в котором нет связи со статистикой. И поэтому формула, во-первых, такая структура, такая формула нарушает логику изложения мыслей во всем абсолютно тексте. Это во-первых. А во-вторых, здесь стоит знак вопроса, потому что мы не знаем, будут ли принимать такие варианты. То есть от нас будут обязательно требовать, чтобы эта самая проблема в 4-м абзаце была связана со статистикой. Нам нужно в этой табличке или в этой диаграммке искать проблему. Или будут принимать тот вариант, о котором мы сейчас говорим. Или, может быть, за этот вариант будут снижать баллы. Мы пока не знаем, об этом я буду говорить в других видео, которые будут посвящены вопросам к ФИПе. Итак, пример номер 1. Наверное, вы его уже видели, потому что я демонстрировала это сочинение в своих видео и на вводном вебинаре. И здесь у нас написано, что есть такая проблема, связанная со зрением, и она никак при этом не связана со статистикой, которая обсуждается в этом сочинении. Должна обсуждаться, да. Или, например, то же самое, если мы скажем, что есть такая финансовая проблема, многие книги стоят дорого, и значит, чтобы как-то избавиться от этой проблемы, нужно ходить в библиотеку. Эта проблема, решение предложено, но никак не связано опять со статистикой, поэтому мы запомним, что этот элементарный примитивный вариант, во-первых, конечно же, является самым плохим в смысле логики написания этого сочинения, да еще к тому же мы не знаем, будут ли за него снижать баллы или нет, возможно, будут. Формула номер 2 или структура абзаца номер 2, мы его можем назвать переход от частного к общему или переход от примера к обобщению. Посмотрим на пример абзаца готового. Здесь очень хорошая лексика. Сам по себе текст очень хорошо написан. Что здесь происходит? Сначала нам говорят, что в данных, которые имеются, тинейджеры предпочитают не читать там какую-то серьезную литературу и так далее. Обсуждается это. А дальше говорится, а в более широком смысле эта проблема присуща и большинству подростков.
То есть здесь переход от частного к общему, от примера к обобщению. Ну и предлагается решение этой проблемы. Подумайте, как вы бы отнеслись к такой последовательности мыслей, к такому изложению мыслей. Этот вариант тоже не является удачным. С одной стороны, я думаю, что за него не будут наказывать, и почти уверена, что за этот вариант поставят плюс на экзамене. Но на экзамене-то поставят, а с точки зрения логики, вообще с точки зрения научного подхода, где же это видно, чтобы мы сначала сказали, вот мы опросили там 100 или 200 или 1000 тинейджеров, или кто-то опросил, и получился вот такой вот результат. В этом результате просматривается такая-то проблема, и раз просматривается такая проблема в этой статистике, значит, она есть и вообще у всех других тинейджеров или у большинства других тинейджеров. Но это, конечно, не научный подход. Не забываем, что в этой работе соединяются несколько предметов. Здесь уже не просто английский, здесь метапредметность или межпредметность. Здесь работа должна быть уже такая, может быть, даже не, ну, если не научная, то хотя бы так полунаучная, да, по отношению к выводам и к статистике. Поэтому, конечно, несмотря на то, что его, скорее всего, примут, этот вариант на экзамене, на курсах нужно объяснять, что вариант абсолютно нелогичный, неподходящий, ненаучный, и от него нужно отказываться. Вот здесь об этом на этой страничке написано. Теперь мы переходим к третьему варианту. Можно его назвать пример в примере или переход теперь наоборот, от общего к частному. В данном случае получается, что мы просто переставили слагаемые, и при этом, в общем-то, ну, образно выражаясь, все-таки сумма изменилась. Потому что получается та система, по которой мы уже работали. Сначала мы давали общие аргументы в сочинениях прошлых лет, а потом в поддержку этих аргументов мы приводили примеры, да, частные. Переход от общего к частному – это как раз вот и есть тот самый, ну, научный подход. Это не обязательно рассуждать, что это научный подход, но это все равно самый логичный, самый правильный подход. И вот он здесь продемонстрирован. Причем нам говорят, что здесь могут быть проблемы, связанные с чтением книг. И вводится проблема с фразой for example, что абсолютно нормально. Получается, что эта проблема стала примером, а потом статистика стала примером к примеру. Ну, пусть даже это так немножко накручено, но здесь все, тем не менее, мне кажется, логично. Единственное, что не совсем точно в этом примере, здесь речь идет о людях, не о тинейджерах, поэтому, конечно, необходимо все-таки работать в пределах той статистики, ну, и той темы, которая у нас есть. Тема связана с тинейджерами. Нам нужно проблему привязать к тинейджерам, а не к людям вообще. Вот во втором примере, мне кажется, это было сделано. Таким образом, дорогие друзья, еще раз обращаем внимание на то, что самый правильный переход в структуре данного абзаца будет переход от общего к частному, конечно же. Ну и, наконец, формула номер 4 – это просто частный пример на основе статистики. Здесь мы просто можем сказать, что вот у нас есть пример. Внутри этого примера прослеживается такая-то проблема, что вот те, кто отвечали на вопросы, участвовали в опросе, у них вот есть такая-то проблема, да, то, что они предпочитают какие-то книги не читать, и потом уже везде говорить только об этой группе тинейджеров, а не обо всех тинейджерах вообще. Дорогие друзья, вот я вынесла отдельно на страничку все эти формулы, которые я предлагаю в своей методике.
Еще раз объясняю, что первые две формулы являются просто неудачными, а с научной точки зрения и с точки зрения логики написания эссе они просто являются ошибочными, их не нужно использовать. А вот третья и четвертая формулы, они очень удачные, они понятны, и их очень легко использовать, если их брать на вооружение. Таким образом, я только что рассказала о своей методике написания четвертого абзаца в сочинении, которое мы обсуждаем. Но здесь было все сказано очень коротко. На самом деле здесь можно гораздо глубже и интереснее все рассказать. И именно этим я буду заниматься на своем видеокурсе «Пишем эссе по таблицам и диаграммам. Системный подход». И здесь не только о четвертом абзаце я буду говорить, хотя четвертый абзац тоже будет представлен, и здесь будет представлена информация и материалы в гораздо более расширенном виде. Но также я буду работать абсолютно по всем абзацам, и абсолютно по всем абзацам я буду предлагать свою методику, новую, уникальную, и я буду предлагать свои формулы и свой системный подход. Подписка стартует в конце сентября, начале октября. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание, жду от вас вопросов, комментариев, замечаний. Всего доброго!